Всем привет! Меня зовут Алексей Шульгин. Я художник, преподаватель и в некотором роде исследователь медиаискусства и медиатехнологий. Сегодня мы поговорим о таких вещах, как интернет-искусство, цифровое искусство, интерактивное искусство. В общем, то пространство, которое называется по-разному, но смысл его примерно один. Вообще, я считаю, что появление таких вещей, как компьютер, персональный компьютер и интернет, произвели очень сильное влияние на развитие искусства, культуры, сравнимое, пожалуй, лишь с возникновением печатного станка и фотографии в XIX веке. И, к сожалению, этот момент еще не до конца осознан людьми, да, потому что мы как раз живем в это время, когда происходят серьезные тектонические изменения. У нас нет пока исторической перспективы, но она постепенно появляется. И сейчас мы об этом поговорим. На самом деле, таким решающим, очень важным моментом это было, конечно, появление интернета и персональных компьютеров. И, в общем-то, вся история медиаискусства и даже искусства вообще, не побоюсь это сказать такого, да, она делится на вот эти два периода: до интернета, персональных компьютеров и после. То есть, если мы говорим о медиатехнологическом искусстве, то то, что было до интернета, до 90-х годов, это как раз вот старый добрый медиа-арт, к которому можно отнести видеоарт, генеративно-алгоритмическое искусство и 3D, виртуальное искусство и дополненную реальность. Уже тогда были эксперименты в этих направлениях. И тут мы можем назвать, конечно, такие имена, как Нам Джун Пайк в области видеоарта, мы можем назвать Дэвида Рокеби в области интерактивного искусства. Мы можем назвать Романа Веростка в области тоже генеративного искусства. После возникновения интернета и персональных компьютеров палитра высказывания в этой области значительно расширилась. Почему? Потому что весь процесс создания и дистрибуции вот такого цифрового медийного контента очень сильно демократизировался. Практически каждый человек, в более-менее развитой стране, получил возможность что-то создавать, используя цифровые инструменты, и также возможность дистрибуции. То есть каждый получил возможность распространять свой контент, чего раньше, в принципе, не было. Да? И вот это вот очень серьезный момент, который определяет вообще всю нашу эпоху и все культурные процессы, которые сейчас происходят. Как расширилась палитра? Да? Все, что было до интернета, это интерактив, генеративно, VR, 3D, все это осталось, и все это мы наблюдаем и сейчас. Но что еще появилось? Да? Во-первых, появился цифровой фольклор, так называемый. Да? То, что цветет в соцсетях, в ТикТоке, на Ютубе и так далее. Каждый, кто хочет, создает контент. Мы сейчас не говорим про какого качества, да, мы говорим, что вот есть такая возможность, да, и это все распространяется. И это тоже часть, очень важная, серьезная часть культуры современной, которая очень сильно влияет и на другие области. Также появилось такое направление после интернета, как искусство программного обеспечения или software art. То есть, если раньше компьютерные программы воспринимались чисто как прагматические вещи для решения каких-то технических задач, написать текст, послать email, то сейчас мы наблюдаем, во-первых, какие-то художественные, творческие моменты появляются и в таких традиционных программах. И помимо этого существует огромное количество всякого экспериментаторского софта, который может идти никуда, а может производить какие-то находки, которые потом используются в создании более коммерческого, более мейнстримного софта. Также мы можем тут назвать такое направление, как медиа-активизм. Это активистские всякие действия, записываемые с помощью цифровых медиа и публикуемые в социальных сетях. И это о чем говорит? О том, что какие-то маленькие локальные события могут получить глобальную аудиторию. И это очень важно. Такого раньше не было. Да? Все, что делалось локально, оставалось локально. Или через много-много лет, если оно входило в историю, становилось частью истории. Сейчас этот момент происходит совершенно очень быстро, мгновенно. Дальше, что мы сейчас наблюдаем в этом спектре, это так называемый постинтернет-арт.
Это очень интересный феномен. О нем много говорили несколько лет назад, сейчас уже пришли другие какие-то модные термины, но этот пост-интернет-арт остается. И что же такое пост-интернет-арт? Так вот, пост-интернет-арт — это искусство, произведенное в традиционных формах, таких как объект, инсталляция, это может быть принт, плоское изображение, это может быть движущаяся картинка, видео. То есть все те форматы, которые подходят для экспонирования в традиционных музеях и галереях, то есть физические объекты, да? Но они несут в себе эстетику или какую-то коммуникацию, подсмотренную художниками в интернете. То есть пост-интернет-арт часто рассматривается как продолжение интернет-арта, который существовал исключительно в сетях, но на самом деле нет, это скорее продолжение традиционного искусства и его адаптация под современные реалии. Также с пост-интернет-артом тесно связано вот то, что называется трансмедиальное искусство, в котором уже используются разные медиа, не обязательно цифровые, да, это могут быть и какие-то картины, и все что угодно, где художники не рефлексируют конкретно на технологии, да, а просто используют их для создания авторского высказывания довольно в таком тоже традиционном ключе, такое трансмедиа. Итак, собственно, то явление, которое называется интернет-искусство или нет-арт, возникло в начале, в середине 90-х годов и было как раз связано именно с распространением, собственно, сети интернет, а также появлением первого графического браузера «Мозаика», который мог воспроизводить страницы, созданные на языке HTML, и воспроизводить текст, картинки, звуки и практически все. То есть возможности этого браузера были очень ограничены, но тем не менее этого уже было достаточно для того, чтобы большое количество людей заинтересовалось возможностью этой новой технологии. И, собственно, вообще вся история нет-арта — это была история про освобождение маленького человека от гнета больших художественных институций. Ведь то, о чем я говорил раньше, вот интерактивное, генеративное и так далее искусство, 3D, то, чем занимались классические вот эти медиа-художники, это все технологии, которые требовали больших очень ресурсов, мощных компьютеров, да, доступа к мощным компьютерам, который был очень маленького количества людей. А сейчас каждый получил инструмент и средства дистрибуции. Вот это важный момент. Но давайте шагнем еще на шаг назад. Если главное, что появилось в руках сетевого художника, так скажем, это средства коммуникации очень мощные, то можно посмотреть, что же делали в области коммуникации художники до того. И такой предтечей интернет-искусства можно назвать так называемое телекоммуникационное искусство 80-х годов, когда, собственно, в основном оно было основано на технологии спутникового телевидения, которое позволяло в реальном времени устанавливать связь между двумя точками, то есть создавать такой телемост. И одним из таких важных проектов в этом направлении, это был проект 80-го года Кита Галлоуэя и Шерри Рабиновиц под названием «Дыра в пространстве», «A Hole in a Space». Что же это было? Они установили камеры, телекамеры и мониторы в двух точках, в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. И без объявления, без анонса, просто в общественных пространствах установили эти две штуки, две системы и подключили друг к другу. То есть люди в Нью-Йорке могли видеть людей в Лос-Анджелесе и наоборот. И это само по себе создало ситуацию. Люди начали коммуницировать. Они идут, смотрят, там в Нью-Йорке какие-то люди по-другому одеты. В Нью-Йорке холодно, в Лос-Анджелесе жарко, да. И слышат речь, да. Кто вы такие? Где вы? Мы в Лос-Анджелесе. Да ладно, не врите. Ну как, вот Лос-Анджелес, смотрите. А вы где? А мы в Нью-Йорке, вот. И возникла ситуация, люди начали звонить там друг другу, сходиться, начали созваниваться с родственниками, живущими на другом берегу, да, и они встречались уже в этой ситуации телемоста. Что тут интересно, помимо того, что это вообще телекоммуникация в реальном времени, это очень такой новый и современный, для тех времен и сейчас тоже на самом деле очень действенный творческий метод. То есть художник создает не законченное произведение, он создает интерфейс, коммуникационный интерфейс,
который своим контентом наполняют люди, этим интерфейсом пользующиеся. Да? Вот эта вот идея, она все же еще до сих пор представляет сложности для понимания некоторых представителей традиционных арт-институций. Ну как же, где тут произведение, где тут объект? Это просто телемост. Но нет, это вот новый вид, новый формат творчества. Также мы можем вспомнить эксперименты таких художников, как Даглас Дэвис с телевидением и с партисипаторным телевидением. И, конечно же, Нам Джун Пайка, который не только был пионер видеоарта, но также он был одним из первых художников, Artist in Residence в телевизионной корпорации, для которой он разрабатывал визуальные форматы, новые виды коммуникации, да, и его участие во многом революционизировало и изменило телевидение, то, какое оно сейчас, во многом это результат его деятельности. Ну, вернемся к нашему интернет-арту. Интернет-арт, как я говорил, возник в 1993 году, возник вот этот первый браузер «Мозаика», и вот лично мне примерно в эти годы повезло узнать, что такое интернет. Это произошло в Центре современного искусства Сороса, который организовал сеть таких центров современного искусства под общей такой эгидой открытого общества в странах Восточной Европы. Это Будапешт, Любляна, Москва, Прага, Киев и так далее. Его идея Сороса была в том, что через новые технологии должны произойти демократические изменения в странах Восточной Европы. Не зная я в то время, что такое интернет, не обратил бы на это внимания, то вот чем-то другим бы занимался. Если вернуться к технологической части истории, то, в принципе, там был небольшой набор инструментов. Вот у тебя был большой компьютер под столом или там на столе стоял с маленьким таким толстым пузатым монитором, и на нем установлен там модем по телефонной линии, работающий очень медленно, и определенный софт. И, собственно, что это было? Ну, графический браузер, да, о котором я уже говорил, Мозаика, потом уже это был Netscape. У тебя был инструмент электронная почта, очень важный. С помощью электронной почты ты мог участвовать в мейлинг-листах. Что это значит? Представьте, еще не было социальных сетей, надо было как-то коммуницировать. Вот мейлинг-лист, лист рассылки. Ты посылаешь по одному адресу email, и он расходится всем подписчикам этого листа. То есть фактически коммуникация уже была возможна в реальном времени, просто надо было все время проверять email. Кто-то получил это сообщение, посылает ответ, и он опять расходится всем участникам. Такой прото-социальная сеть, довольно действенная. И тут я должен упомянуть специальные мейлинг-листы, очень важные для тех времен, как NetTime и Syndicate. NetTime — это мейлинг-лист, основанный Питом Шульцем и Гертом Ловинком, и он был посвящен теории сети, теории вот этого нового мира, который сетевой, который только рождался. И это супер интересный мейлинг-лист. Его, кстати, архив до сих пор есть онлайн, можно полистать, посмотреть. И много идей, которые потом реализовались, да, и воплотились в том, что сейчас есть интернет, они были рождены тогда. И более того, я об этом скажу чуть позже, расскажу. Многие идеи художников, воплощенные в их проектах тех времен, они потом перешли в такой мейнстримный интернет. То есть то, что мы имеем сейчас, это во многом заслуга художников, которые работали тогда. Другой вопрос, улучшило ли это нашу жизнь или не улучшило, да? Но, тем не менее, вот этот факт, что художники стояли в авангарде развития там, интернета и общества, соответственно, да, это факт. Что дальше? Вот в 90-е годы, когда было становление интернет-культуры, интернет-искусства, тогда было очень много энтузиазма. Люди надеялись, что поскольку каждый теперь имеет возможность что-то сказать и донести свой голос до других, возникнет что-то типа цифровой демократии, и вообще все устройство мира изменится. Но как была там устроена вся система? Энтузиазм был, модемы были слабые, и было очень мало контента в интернете. Поэтому провайдеры услуг, провайдеры интернета очень часто были также одновременно и провайдерами контента. В этой связи можно выделить так называемые арт-сервера, художественные сервера, которые были распространены в Европе и в Америке. Среди них можно упомянуть такие, как Silver Server в Австрии, The Thing в Нью-Йорке и в той же Австрии, Интернационале штат в Берлине, Дигитале штат в Амстердаме. Ну и в Москве был такой, назывался Moscow 3W Art Center.
И я совместно с Таней Деткиной и Сашей Николаевым мы были администраторами этого сайта. И вот представьте, у вас есть интернет, который может делать что? Это может быть веб-страница, на которой можно что-то репрезентировать. И это может быть сигнал, который идет, это может быть коммуникация. И вот, собственно, эти два момента, репрезентация и коммуникация, это они и описывают в основном суть этой системы, суть интернета. И поэтому проекты, которые делались изначально, они были либо репрезентационными, либо коммуникационными, либо что-то смешанное. Я хочу для примера рассказать про два проекта тех времен 93-95 года. Один из них репрезентационный, другой коммуникационный. Значит, первый назывался Computer Aided Curating или кураторство с помощью компьютера. Там куратор была австрийская художница Эва Грюбингер. Это был первый, наверное, такой кураторский проект в интернете, в котором она собрала уже существующие работы, цифровые и, может быть, не очень цифровые, но связанные вот с этой новой культурой, и объединила их просто на один сайт. То есть, как бы ничего такого, да, сейчас такого добра полно. Онлайн-выставок, да, но это была первая онлайн-выставка, и это была вот такая революция. Второй проект более коммуникационный, его провели в районе 95 года Кэти Хоффман и Эва Вольгемут из Австрии. Назывался он Siberian Deal или Сибирская сделка. Это более коммуникационный. Значит, открылась Россия, бывший Советский Союз, и они устремились в путешествие по этой России, останавливаясь, ехали на поезде и останавливались в разных городах. И дальше они коммуницировали с местным населением. Они шли там на рынок и, в общем, занимались обменом. То есть сейчас это выглядит немножко как такой, ну, подход колониальный. Вот, то есть у местных индейцев они выменивали там, на бусы, меняли какие-то местные вещи. Да? Но тем не менее они сознательно пошли на это, чтобы каким-то образом задать рамку этому проекту. Вот они с Запада меняют западные вещи на вещи восточные. Вот. Где ж тут интернет, где тут NetArt? А дело в том, что то, что они делали, это был, видимо, наверное, первый такой travel-блог. Они подробно описывали, что они делают, они делали фотографии, а дальше как? Блогов-то нету, никакой системы социальных сетей нет. Дальше они находили какой-нибудь университет в этом городе, где есть интернет, может быть, единственное место, где интернет. И весь этот контент свой посылали системному администратору в Австрии, где он это вывешивал на сайт. То есть все это было очень так со скрипом, тяжело, но тем не менее это был реально travel-блог, и он работал как таковой. В 90-е годы, помимо того, что делались какие-то проекты, очень много было обсуждений того, каким будет интернет, как влияет на общество. И разные институции проводили различные конференции на этот счет. Одной из основных можно назвать конференцию Next 5 Minutes, которая проходила в Амстердаме. И надо сказать, что вот эта вот вседоступность такая интернета, она вывела на сцену довольно много таких акторов из Восточной Европы, которые так раньше в европейской культуре были немножко задвинуты. И вот этот центр Сороса в Будапеште стал очень важной такой точкой притяжения в области этой культуры. И вот что еще интересно, тогда, в 90-е годы, очень была популярна теория такого американского теоретика Хакимбея, книга называлась, ну она есть, книга называется «Временно-автономная зона», в которой он рассматривает развитие цивилизации как такую последовательность автономных зон, где пока еще нет капиталистического контроля. И вот и в этих зонах какое-то время возможна свобода, как он считал, да? Потом это все уже апроприируется там, властью, капитализмом, но пока они еще не поняли, как это можно использовать, это пространство заселяют как раз вот люди типа художников и каких-то активистов, анархистов и так далее. И интернет как раз в 90-е годы и был таким пространством, да? Потому что, если мы вспомним, первая социальная сеть, наверное, такая популярная LiveJournal, она возникла только в 99 году, а Facebook возник в 2004. То есть это уже такая попытка монетизации, использования в капиталистическом таком круговороте этой технологии.
Вот. Но вот эти несколько лет, там, скажем, с 93 по 99, я считаю, это и были как раз золотые годы интернета, интернет-искусства. Именно потому, что там была практически полная свобода, отсутствие институций, отсутствие кураторского контроля, отсутствие экономического контроля. Вот. Но при этом люди, которые там что-то делали, имели и аудиторию, и фидбэк, обратную связь от этой аудитории, и, в общем, была полноценная такая экосистема, независимая. Если говорить про персонали, то, опять же, мы можем смотреть на вот этот весь спектр от репрезентации до коммуникации. Дело в том, что новая технология всегда несет в себе новую эстетику. Компьютер, цифра, интернет, канал связи — все это принесло новую эстетику. Эстетику цифры, пикселя, там, компрессии. В общем, все качества, которыми обладает новая технология, они определяют эстетику этой новой технологии. И если мы говорим про эстетику, то, конечно, тут надо упомянуть такую группу под названием Джоди, Джоан Хемскерк и Дирк Песманс. Дирк Песманс — это голландско-белгийская группа, они одновременно муж и жена. И это художники, которые внесли максимальный, я считаю, вклад, который невозможно как бы переоценить, в развитие эстетики новых технологий. Вот. Они все, просто вот все, что только можно исследовать, все, что можно вытянуть из цифры, из компьютера, из файла, и даже из скорости передачи данных, они все это вытягивали, эстетизировали и предъявляли зрителю. Они действуют и до сих пор, ну и вообще это классики, у которых огромное количество и выставок, и музеев. И тут мы подходим вот к такой проблеме, как репрезентировать сетевое искусство в физическом пространстве. Дело в том, что интернет-арт — это искусство, созданное для интернета и средствами интернета. И его суть именно в том, что оно предполагает, что вот есть персональный компьютер, на котором это создается, персональный компьютер, на котором это все каким-то образом воспринимается, что есть процесс установления связи между этими двумя компьютерами. Да? То есть это все абсолютно нематериально, во многом зависит от процессов, которые в этих компьютерах идут, да? От эстетики там, того же монитора. Более того, от ситуации интимности, в которой ты находишься, там, скажем, у себя дома и коммуницируешь с этим произведением. Да? Как все это перенести в пространство музея? Это все очень сложно. Да? И было очень много попыток. И я считаю, одна самая удачная — это просто видеозапись того, как пользователь смотрит интернет-проект, просто воспроизведенная, то есть документация. Так вот интернет-проект в музее не покажешь без значительных потерь. Значит, я говорил о эстетике интернета, это Джоди, а если мы будем говорить про коммуникацию интернета, то это, конечно, Хит Бантинг. Это британский художник, который максимально использовал все возможности коммуникационные, он их исследовал. Да? Как работает поисковик Google, как можно путем скрипта написать какой-то скрипт, маленькую программу, которая соединит твой браузер, например, с полицейским участком рядом с твоим домом. Да? Каким образом можно подключить камеры наблюдения к браузеру и там, смотреть, что происходит, и реагировать на это. В общем, у него огромное количество проектов, исследующих коммуникационные возможности этих новых технологий. И я бы сказал, что вот Джоди и Хит Бантинг — это как раз таки два полюса всего спектра между эстетикой интернета и между коммуникацией интернета. Да? И все остальные проекты других художников лежат более-менее внутри этого спектра. Они такие экстримы. И они оба заслуженные классики, может быть, самые известные художники интернет-арта. Это была вот вторая половина 90-х годов. В общем, подводя итог, можно сказать, что да, интернет-арт 90-х — это независимость от институций, это коммуникация, это новая коммуникация, новая эстетика и ожидание чего-то нового. И вот это новое пришло в виде, на самом деле, демократизации, такого массового доступа людей к интернету, массового
рынка персональных компьютеров и цифровых инструментов, как видеокамер, цифровых камер. И вот для меня как раз это конец 90-х годов. Я тогда объявил, что интернет-ад умер или закончился. С этим многие как бы не согласны, потому что система только начала это все как-то переваривать и развиваться. Но с моей точки зрения, как бы, если каждый теперь художник, да, то какой смысл как-то это вообще выделять в отдельное направление и для чего? Чтобы выставлять в музее? Ну так вот возьми там, вот сейчас возьми хороший TikTok-канал, пожалуйста, почему ему не место в музее? И вот это очень важный момент произошел, я считаю, который, о чем я говорил раньше, сравнимый с тем, что произошло после возникновения фотографии или возникновения печатного станка. Коренное, очень существенное переконфигурирование всей культурной системы и мира искусства. После возникновения фотографии художник потерял монополию на создание изображения. Это очень важный момент. До фотографии любое изображение, рисунок какой-то, документация какого-то события или даже вывеска в магазине, это все делал художник. Любое изображение делал художник, который должен был учиться этому, да, получать соответствующие какие-то сертификаты и так далее. С возникновением фотографии изображение очень детально стала делать машина. Для создания огромного количества изображений художники уже стали не нужны. Последствия этого мы все знаем. Да? Художники перестали воспринимать картину как окно в мир или зеркало действительности. Вот такие метафоры больше были распространены. Картина стала частью предметного мира. Художники стали фокусироваться на физических качествах картины, таких как мазок или сочетание цветов. И, соответственно, возник импрессионизм, потом постимпрессионизм, а в результате и модернизм с его футуризмом, абстракционизмом и так далее. Картина стала уже чем-то другим, она стала объектом. Вот. И, собственно, развитие современного искусства, возникновение современного искусства — это прямое следствие изобретения фотографии. Это очень такой важный момент. А что же происходит с возникновением интернета? С возникновением интернета и персональных цифровых устройств художник теряет монополию вообще на творческое высказывание. Понимаете? Почему? Потому что он получает средства производства, средства дистрибуции, аудиторию, обратную связь, критику и даже экономику. То есть получается автономная, независимая от любых арт-институций система. Каждый теперь может делать авторское высказывание и получать какой-то ответ. Вот этот момент мало рефлексируется сейчас. Суть-то в чем? В том, что теперь виды творческой деятельности, которые происходят в интернете, они не исчерпываются вот этими традиционными. Традиционный вид творческой деятельности — это репрезентация. Репрезентация чего-то, события, ситуации художественными средствами. Да? Сейчас, используя те же самые инструменты, можно делать другие вещи. Не репрезентировать, не эстетизировать процессы и явления, которые происходят в обществе, а напрямую на это общество влиять. Понимаете? То есть смысл художественного творчества, во-первых, творчество выходит из-под эгиды, из-под сводов музеев, галерей, отрывается от него. Да? Тебе уже не надо учиться в академии много лет, получать диплом, или как там в Советском Союзе быть членом Союза художников, чтобы иметь право делать художественное творческое высказывание. Ты можешь просто сам сесть и делать. Другое дело, какое это будет уровня качества. Это первый момент. И второй момент, мы получаем совсем другие новые виды творческой деятельности. Какие же эти новые виды творчества, которые сейчас процветают благодаря интернету и которые мало-помалу начинают признаваться художественными институциями? Да? Ну, конечно, вот это все безумие, которое творится в социальных сетях, начиная от LiveJournal и кончая ТикТоком. Там очень много людей находят этот формат для себя подходящим просто для того, чтобы ежедневно что-то говорить, что-то постить, именно в формате того же Инстаграма, например. Да?
Более того, в этих пространствах даже существует своя определенная экономика, ты можешь продавать свой контент через эти соцсети и вообще уже быть полностью независимым ни от чего. Дальше можно, конечно, обратить внимание на, например, цифровую журналистику и различные расследования, которые эти журналисты проводят, анализируя большие данные и реально влияя на политику государств, да, реально таким образом влияя на политиков. У искусства всегда была политическая повестка, да, но искусство редко имело такой эффект, как вот эти, например, расследования журналистские имеют сейчас. Дальше. Мы можем говорить про искусство корпораций, что если раньше художники генерировали какие-то идеи, которые потом использовал капитализм, то сейчас такая интересная история, что вот этот художник в некотором роде становится ненужным для этого. То есть творческие процессы происходят уже внутри больших корпораций, особенно цифровых, таких как Google, Яндекс. Там уже есть творческие коллективы, которые производят интересные творческие решения. Но тут можно вспомнить этот алгоритм Google с нейронными сетями Deep Dream, который позволял делать очень интересные изображения, да? И сам Google уже делает выставки, аукционы, продает эти картины, только художник Google появился. А в недрах Яндекса нашего тоже рождается очень много интересных проектов. В частности, можно вспомнить нейронную оборону, проект, в котором та же нейронная сеть проанализировала тексты песен гражданской обороны, и на основе этого был записан новый альбом «Как бы гражданской обороны», который, в принципе, звучит прям так же, как и обычный альбом гражданской обороны. Ты меня не отпустишь в свой собственный век, а в глазах у тебя апельсиновый цвет, и не будет в помине озлобленных птиц, и опять ничего, кроме уличных лет. Также что сейчас развивается? Различные DIY, do-it-yourself, такие самоделкины, что-то паяют, работают с различными электронными компонентами, платами, создают какие-то объекты, которые не всегда можно расценить как творческие, но все равно это такое массовое пространство для творчества. И это очень важный момент. Почему? Потому что капиталистическая система нам предлагает закрытые продукты. Телефон, в котором я даже не могу заменить батарейку. Или трактор, который я не могу чинить сам. Сейчас люди борются, трактористы борются за право чинить свою технику, которую они уже купили. Идет массовое противостояние этому, стремление что-то делать самому. И интернет тут в помощь, да, YouTube, туториалы и так далее. Также мы видим такое общественное пространство, как сообщество независимых разработчиков видеоигр. И это тоже огромное пространство для творческого высказывания. Эти независимые игры, которые иногда даже называются not games, то есть не игры. Почему? Потому что они созданы по совсем другим законам, нежели делаются коммерческие игры. Там не надо добиваться каких-то очков, кого-то там убивать. Часто это просто какие-то пространства интерактивные или нет, в которые ты погружаешься, там они могут иметь какую-то атмосферу и так далее. То есть это самостоятельный жанр творческого высказывания, да, и он расцветает. И последнее явление, с которым мы столкнулись совсем недавно, это так называемый NFT-арт. Как NFT-арт соотносится с цифровым артом, с интернет-артом, и вообще что это такое? Но на самом деле NFT — это такая система, основанная на технологии блокчейна, которая не предназначена для создания произведений. Она предназначена для их продажи исключительно. Да? Через NFT, через эту систему можно продать все, что угодно, не обязательно искусство, и не обязательно даже файл. Я читал, что один человек, один фермер продал возможность заботиться о его коровах, просто кормить их сеном на удаленном доступе и так далее. И, в принципе, мне кажется, бум вокруг NFT этой системы падает. Почему? Это видимость новой возможности цифровым производителям цифрового контента, в том числе творческого, напрямую продавать свои произведения, минуя какие-то системы. Да. В чем преимущество этой NFT-системы? Что
она решает проблему права собственности на цифровое произведение. А именно, если у тебя есть цифровой файл, по определению он может быть копирован в огромном количестве копий. Эти все копии будут абсолютно идентичны оригиналу. То есть понятия оригинала нет. Но через систему NFT можно записать право собственности на этот файл. И, допустим, даже если у меня будет копия этого файла, но я не буду как владелец записан в этот NFT токен, да, то я просто имею тот же самый файл, но я не являюсь его собственником, вы понимаете? И это решает проблему продажи цифрового контента. Один из основных минусов, конечно, это экологический, да, что использование этой системы, оно порождает огромное количество выделенного СО2 в результате работы компьютеров. Требуются очень большие мощности вычислительные для того, чтобы эта вся система работала. Пока что решения этого, как я понимаю, нет. И второй минус, что это тоже, знаете, вот ты цифровой производитель, вот у тебя цифровая работа. Ну хорошо, ты сделал NFT-токен, ты ее выставляешь на продажу. Как люди должны узнать про тебя, что ты вообще существуешь, да, и что вот ты это продаешь. То есть это все, пока что это работает на уровне какого-то хайпа. В общем, этот список довольно обширный тех новых видов творческой деятельности, которые появились после интернета. Мы живем в парадигме нового. Нам все время нужно новое. Так уж устроена западная цивилизация, частью которой мы являемся. Идея прогресса, идея нового и так далее. Конечно, стремление к новому привело нас к очень важным, к очень существенным вызовам, перед которыми мы сейчас сталкиваемся, такие как мусорная проблема, да, экологическая, изменение климата и так далее. Но тем не менее, пока что этой парадигмы нового никто не отменял. И то же самое в области культуры и искусства. Все время нужно что-то новое. Поэтому посмотрим, куда это приведет. Возможно, приведет нас куда-нибудь во что-то совсем, о чем мы даже и сейчас помыслить не можем.